Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами прогуляемся по Симферопольскому водохранилищу. Посмотрим, какая здесь обстановочка. Все-таки в данный момент опять начали сбрасывать воду из Симферопольского водохранилища. Обязательно полетаем, все заснимем и все посмотрим. Но вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Ну и вот, друзья, само Симферопольское водохранилище. Оно одно из крупнейших искусственных водоемов Крыма, которое было создано в 1954 году. И создано оно было благодаря возведению плотины. Плотина Симферопольского водохранилища имеет высоту 40 метров, протяженность 554 метра, при ширине 10 метров. По гребню плотины пролегла дорога с пешеходными дорожками и парапетами, но эта плотина является закрытой территорией. Находится южнее города Симферополь, снабжает водой Симферополь и некоторые населенные пункты района. Питается из реки Салгир, кстати, на которую мы попадем немного позже. Водосброс водохранилищ производится при заполняемости на 95% от его объема. А полный объем водохранилища 36 миллионов метров кубических, но из них полезной воды только 34 миллиона метров кубических. Кстати, самое глубокое место в Симферопольском водохранилище 32 метра, а средняя глубина 11 метров. А в Крыму обещают потепление, и как мы видим, снова идет сброс воды в реку Салгир, ведь Симферопольское водохранилище расположено на реке Салгир. И с грядущими потеплениями начнется таяние снега в горах, которые принесут паводками воду в это водохранилище. И для того, чтобы не было никаких инцидентов, водохранилище освобождают специально место для того, чтобы было куда в воде приходить. Когда Симферопольское водохранилище стояло без воды, шлюзы и часть водосбросного канала были отреставрированы для того, чтобы по приходу воды не было никаких потом проблем. Теперь, друзья, информация для рыбаков. В водохранилище обитают карпы, судаки, щуки, плотва, карась, лещ и окунь. В определенные сезоны года разрешена любительская рыбалка, но только с берега. Конечно же, сколько в данный момент рыбы в этом водохранилище, это вообще неизвестно, потому что здесь одно время орудовали браконьеры. И они, кстати, были пойманы, их даже по телевизору показывали, много было всеразличной информации. Ну и, конечно же, по окончанию нереста обязательно сходим на это водохранилище и посмотрим, какая рыба здесь ловится. Тем более, к тому времени, может быть, еще в это водохранилище запустят какую-нибудь рыбу. Ну что, у нас уже начинает все расцветать. Красота, везде цветочки, все цветет, скоро все позеленеет. Будет обалденно. А это у нас и есть река Салгир, которая и впадает в Симферопольское водохранилище. Вы только посмотрите, какой идет сильный поток. Что аж начали сбрасывать воду из Симферопольского водохранилища, чтобы себя подстраховать, и водохранилище не переполнилось. Ну и прежде чем показать вам одну из достопримечательностей, как я это считаю, в Симферопольском водохранилище, которое называется Лазняк, и там обычно деревья стоят в воде, когда водохранилище полное. Для начала давайте полюбуемся красивейшим цветом кизила, ведь он один из первых в Крыму начинает цвести. И вот то место, где река Салгир впадает в Симферопольское водохранилище. И это место называется Лазняк, находится в поселке Ферсманово. И здесь деревья стоят в воде при полном Симферопольском водохранилище. Кстати, есть озеро Сука с болотными кипарисами. Является природная достопримечательность. Местом пользуется популярностью у туристов. Кстати, здесь тоже можно было бы сделать очень красивое туристическое место, ведь здесь стоят огромнейшие деревья ив, которые при заполнении водохранилища находятся тоже в воде. Кто-то скажет, что это так не должно быть. Нет, друзья, здесь всю жизнь, так сколько я знаю, в этом Симферопольском водохранилище эти деревья находятся в воде при заполнении водохранилища. И место особо красивое становится весной, когда эти все деревья позеленеют и будет окружать красивый зеленый цвет, и как шапки над водой они будут стоять. Единственная проблема в этом месте, что здесь грязновато, потому что по Салгиру приходит очень много мусора, и благодаря этим деревьям оно не идет дальше в водохранилище, а все задерживается именно здесь, в Лазняке.
кстати, это было самое любимое место у рыбы для того, чтобы отнереститься. Она сюда приходила, и ее было видно прямо с берега, как она здесь плавает. Место было потрясающее раньше. Но теперь будет приходить сюда рыба или нет, это неизвестно. Потому что за эти все годы, может, она вообще забыла сюда уже дорогу. Ну что, друзья, вот такая вот обстановочка у нас на Симферопольском водохранилище. Водохранилище полное, и это очень не может не радовать. Конечно же, вы должны понимать, что никаким образом оно не касается до севера Крымского канала. Вся вода приходит, естественно, с гор. Друзья, я вам оставлю ссылочку на Яндекс.Дзен. Кому интересно, переходите, подписывайтесь там тоже. Это, ну, мало ли чего в жизни бывает. Ну все, друзья, вам всем огромнейшее спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии. И до новых встреч в новых видео. Всем пока, друзья!